Рада приветствовать всех любителей вязания. В преддверии теплых дней хочу поделиться с вами вот такой замечательной кружевной каймой. Вот как она выглядит. Можно использовать для любых летних ажурных изделий. Также этим узором можно связать полностью все полотно. Идею я почерпнула вот с этой модели, которая связана полностью этим узором. Схему я прикреплю для кругового вязания полностью узора. Кайма составляет половину узора, 9 рядов. Вот это провязано 9 рядов узора. Полный узор составляет 18 рядов. Для кругового вязания вообще оно интуитивно понятный рисунок, очень простой. При поворотном вязании единственная сложность – это то, что в изнаночных рядах тоже провязывается ажурный рисунок. Итак, приступим. Раппорт этого узора составляет 18 петель в ширину. Для поворотного вязания я добавила еще одну петлю симметрии и 2 кромочные петли. В высоту, как я уже говорила, идет 18 рядов полный узор. Я вам покажу первые 9 рядов узора. Вторые 9 вяжутся точно так же, только в шахматном порядке. Первый ряд. Кромочная, изнаночная петля, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, изнаночная петля, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, 4 лицевых, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. При моем вязании я переснимаю петельки, чтобы они не получались скрещенными, возвращаю на спицу и провязываю обычным способом, как 2 вместе. Петля симметрии у меня изнаночная петля и кромочная. Вот так это выглядит на данном этапе. Второй ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе с наклоном влево,
Мы их провязываем вот как 2 вместе изнаночными. В изнаночном ряду при поворотном вязании, чтобы не путаться, как провязывать 2 вместе изнаночные, берется первая петля, та, которая должна быть сверху на лицевой стороне. Вот смотрите, здесь первая петелька сверху, и здесь первая петелька сверху. И от этого мы отталкиваемся, как мы вяжем. Далее идет 3 петли изнаночные. Раз, два, три. Лицевая, изнаночная, накид, 3 изнаночные. Раз, два, три. Накид, изнаночная, лицевая, 3 изнаночные, 2 вместе. По лицевой стороне там все видно. По изнаночной я ориентируюсь по петельке, которая у меня должна быть сверху. У меня вот эта петелька должна быть сверху, вторая получается. Значит, я эти петельки буду провязывать, подхватывая вторую петлю, потом первую. Но чтобы петли были не скрещенными, я их переворачиваю. Подхватываю вторую петельку, потом первую петельку и вот 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Далее лицевая петля, это петля симметрии и кромочная. Третий ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, накид, 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. Здесь нужно следить, чтобы петельки были не скрещенные, хоть при круговом вязании, хоть при поворотном, нужно следить, чтобы петельки были не скрещенные. Петля симметрии и кромочная петля. Вот начинают формироваться наши треугольнички. Четвертый ряд. Кромочная, лицевая, 2 вместе. У меня вот первая петля должна быть сверху, значит я провязываю 2 вместе вот таким способом. 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, накид. Далее идет формирование внутреннего вот этого ажура. Вот этих ромбиков внутри, которые идут. Так, изнаночная, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные с наклоном влево. Для этого я переворачиваю петельки и провязываю 2 изнаночные. Далее идет изнаночная, далее 2 вместе изнаночными,
Теперь у меня вот эта петелька первая, поэтому я просто подхватываю 2 вместе, накид, изнаночная, накид. И заканчиваем изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 вместе изнаночные. При круговом вязании все эти петельки сразу видны, поэтому узор вообще запоминается моментально, интуитивно, очень понятный. При поворотном немножечко нужно подумать. 5-й ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. И теперь мы провязываем внутреннего ромбика 3 петельки вместе. Провязывать нужно так, чтобы центральная петля была сверху. Для этого я 2 петельки снимаю, возвращаю на спицу первую петлю, потом поднимаю перед работой, возвращаю вторую петлю и провязываю их как 3 вместе. Далее накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, изнаночная и 2 вместе с наклоном вправо. Здесь, когда провязаны уже первые 2 ряда, оно видно, как идет дорожка. Так, петля симметрии и кромочная петля. Вот, мы провязали уже первый внутренний ромбик. Вот этот. Теперь будем провязывать вот эти 2 внутренних ромба. 6-й ряд. Лицевая, 2 вместе. Здесь я вот эту лицевую переворачиваю, чтобы ничего не было скрещенного. 2 вместе изнаночной, изнаночная петля, накид и провязываем этот ромбик лицевыми петлями. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. Накид, изнаночная, 2 вместе изнаночными. Петля симметрии и кромочная петля. Вот такая красота у нас начинает вырисовываться. 7-й ряд. Кромочная, 2 вместе с наклоном вправо. Здесь меняется наклон петель, поэтому обратите на это внимание. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид,
2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид. Здесь также меняется наклон петель. Здесь мы провязываем 2 вместе с лицевыми с наклоном влево, чтобы это будет формироваться вот эта капелька. Петля симметрии и кромочная петля. 8 ряд. Кромочная, 2 вместе изнаночными. Я переворачиваю вот эту петельку и провязываю как 2 вместе изнаночной. Две вместе изнаночные. Далее идет накид, 3 лицевые, изнаночный ряд, поэтому 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее идет накид и 3 петли вместе изнаночными. 3 изнаночные вяжутся под принципу как 3 лицевые вместе. Единственная разница, с какой стороны мы поднимаем центральную петельку. Я снимаю 2 петли. Перед работой поднимаю первую петлю, а за работой, чтобы она с лицевой стороны была, у меня центральную петельку. Так, это накид. И провязываю их как 3 вместе. И вместе. Далее идет накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И опять я провязываю вот эти 3 петли как 3 вместе. Поднимаю. С лицевой части я подхватываю центральную петлю и провязываю их как 3 вместе изнаночные. Накид, 3 изнаночные. Я так и норовлю, как при круговом вязании, вязать все лицевой петлей. Накид и 2 изнаночные вместе. И кромочная петля. Вот мы закрыли вторые треугольнички, ромбики внутренние. 9 ряд. Кромочная, 9 петель лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот эта центральная петелька у нас будет идти изнаночной. Это мы будем дальше, если продолжать вязать рисунок, то идет в шахматном порядке, и это будет вот эта центральная петля. Далее 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И кромочная петля. Я провязала 1 раппорт узора в ширину и
пол раппорта в высоту. Далее вяжется все точно так же, только в шахматном порядке, если вы захотите полностью изделие этим узором. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек. До встречи на канале.